Ребята, у нас сегодня 40-й день. Мы едем как раз в город, в Карпатах. У нас очень красиво. И сейчас мы спросим у Тимы, какие у него впечатления. Казалось бы, уже осталось всего лишь 2 дня. Ну вот какие у тебя, дорогой, впечатления вообще от этого голода на фоне выхода уже скорого из него? Привет всем. Это очень радостно, что только 2 дня осталось. Мы считаем дни каждый день как до дембеля. 8, 7, 6, вот сейчас уже 2 осталось. Вообще так здорово. Но штука в том, что 2 дня это же условно. Это же не значит, что через 2 дня я смогу поесть того, что мне хочется. А мне уже много чего хочется. Это значит, что через 2 дня уже можно будет там сок, который не надо процеживать. Но тоже ни о чем. То есть на самом деле до конца реального голода еще не 2 дня. Но все равно уже это легче. Ну что я могу сказать? 40 дней пост или голод уже почти позади. Я хочу сказать, что удивительно несложно он прошел. Я ожидал гораздо сложнее. В основном тяжело психологически. Тебе чего-то хочется вкусненького. Ты что-то хочешь того или другого, ничего не можешь. Ничего нельзя. Приходит время обеда, а ты не идешь обедать. Это тоже как-то тяжело, странно. А физически достаточно все оказалось легко. Либо у меня запасов было много, что тоже правда. Но запасов уменьшилось на 10 килограмм фактически. Но физически легко было. Пару дней бывали там какие-то головокружения, бывало пару раз болели вот в районе почек. И все, никаких так, чтобы там желудок болел, так вот прям что-то, ничего такого не было. И это очень хорошо, это помогло легче все это перенести. Ну вот такие вот мои впечатления. 2 дня еще. Надо их как-то еще дотерпеть. Ну да, но потом еще действительно ты прав. Первая неделя такая достаточно ограниченное питание, и только там с начала 2-й недели там можно уже... Да я буду втихаря там что-то подъедать. Ну, втихаря желательно не подъедать, потому что пост, он имеет такое свойство пролонгирования. У меня, например, метастазы в легких, когда я сделала КТ на 30-й день, то у меня не уменьшились 2 раза. А уже через 1,5 месяца после поста они полностью исчезли. То есть я не думаю, что они за 10 дней поста уже прям раз и исчезли. Я думаю, что еще сыграло это время после поста, когда ты тоже на антираковом питании, когда мы потребляем то, что строит наши клетки, то, что полезно, то, что губительно для раковых клеток. Это целый список продуктов. Да все понятно, но ждать 42 дня, чтобы еще неделю там брокколи кушать, как-то не вдохновляет. Ну, будем делать все, что надо, что перетерпели 40 дней, еще мы не потерпим еще недельку. Это такое дело. Всем Хорошо, спасибо. Да, дорогие. Видите, что в принципе достаточно легко проходит весь пост. Гораздо легче, чем в прошлый раз у меня тоже проходит, потому что, видимо, в Карпатах, видимо, природа, благодаря этой природе ты, получается, дышишь свежим воздухом, ты пьешь чистую воду, кушаешь чистые продукты. Сейчас мы не кушаем, но вообще вы кушали. И реально мы находимся в умиротворении. Умиротворение это очень важно, особенно для онкобольных, потому что одна из причин возникновения раков это стрессы. Как мне говорили в Израиле, для того, чтобы взломать иммунитет, необходимо 2 фактора. Если с одним фактором организм еще может справиться, то когда наступает другой фактор, то организм уже не может справиться, и это может сломать иммунитет. Факторами могут быть физическое какое-то воздействие, химическое, радиоактивное воздействие. Это могут быть стрессы, какое-то событие печальное в семье. Это может быть какой-то гормональные какие-то сбои, неправильное питание.
питание. Ну да, вот химическое воздействие, это, в принципе, к неправильному питанию. Механический воздействие, удар там какой-то, что-то. Ну да. После него часто возникают раки. Это просто так красиво. Так что, дорогие, мы в прекрасной форме, мы держимся. Можно сказать, вышли на финишную прямую. Еще пару деньков, и будем уже снимать видео, как мы выходим из голода, чтобы вы узнали о том, как это правильно сделать и не совершать ошибок, которые можно совершить.